Добрый день, дорогие мои подписчицы и гости канала. Я очень рада, вы попали на канал Светланы Лосевой, и я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я нашла вот такой бесподобный джемпер, таким необычным узором связанный, который просто влюбил меня в себя, он просто покорил мое сердце. Это просто какая-то красота. Сейчас давайте последовательно вначале про пряжу и потом про описание. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Я вязала данный узор из пряжи Аделия Фиона. В составе этой пряжи 50% шерсти, 50 акрила. И метраж 50 грамм у нас 90 метров. Пряжа мягкая, приятная, шелковистая. Мне она нравится средней толщины. И вот такой у меня получился узор. Вот такой плотности. Посмотрите повнимательней. В общем, вот такой необычный узор в виде бабочек. Это только поначалу, девочки, кажется, что какая-то тут сложность, головоломка. Но на самом деле, после уже 2 рапортов, 3, 4 и 5, я уже вязала, можно сказать, на автомате. Мне нравится эта пряжа, я ее рекомендую уже не в первом видео, за ее шелковистость. Понимаете, она имеет какой-то такой приятный шелковистый блеск, как будто в ней добавлен шелк. Понимаете? То вот обычно бывает немного тусклые такие, да, полушерстяные ниточки. Вот в них прям такая вот колкость ощущается, да. Но вот про эту пряжу я так сказать не могу. И у нее скрутка такая тоже хорошая. Ну, то есть, в общем, меня все в ней устраивает. Наверное, только цена не устраивает. В качестве альтернативной пряжи полухлопковой можно использовать пряжу Alize Cotton Gold Pratica. Турецкая пряжа, у нас 55% хлопок, 45% акрил. Шикарная пряжа, чуть толще, чем принято считать средней, да. В 100 грамм у нас 220 метров. Вы впишетесь, девочки, в нашу плотность идеально. И еще вот такая пряжа очень мне нравится. Газал Baby Cotton XL. 50 грамм, 105 метров. То же самое. Впишитесь в плотность. Эта пряжа тоже полухлопок у нас. И, в общем-то, 50% хлопок, остальное акрил. Пряжа хорошего качества. Это то же самое, только другой цвет. Очень богатая палитра цветов у обоих рекомендуемых мною вот этих вариантов пряжи. Поэтому, девочки, если вы планируете что-то к лету, к весне, то можно использовать полухлопок. Вы свяжете эту красоту очень быстро, поскольку ниточки толстые. Теперь про выкройку. Смотрите, вот такая у нас есть выкройка, да, то есть здесь на 2 размера. У нас идет на маленький и большой побольше размер. Выкроечка такая, конечно, мутненькая с размерами. Да, уж особо не разглядишь. Но, в принципе, вот первая цифра для размера маленького, вторая для большого размера. Мы сейчас посмотрим, что у нас тут в описании. Значит, российские размеры 42-44, 50-52. У нас есть описание для данной выкройки, да? Следующее. Теперь схема. У нас вот такая схема. Тоже она очень мутная.
Я тут все дело разбиралась. Вот это вот 1 здесь цифра, 2, 3 и 4. А то плохо видно. Особенно если у вас телефон, вообще не разглядите. Но этот узор я очень подробно вяжу, поэтому не запутайтесь. То есть у нас здесь, значит, основной узор, вот эта сквозная бабочка, да, раппорт 12 петель, и вот эти вот вертикальные дорожки, ажурный он называется узор, у него 5 петель в раппорте, и мы их тоже вяжем. Они у нас тоже присутствуют по обе стороны от сквозной бабочки. Вот. И, в общем-то, если вам нужно сделать скрин данной схемы, может быть, пригодится. Конечно же, пригодится. Так, ну и вот по описанию, как я вам уже сказала, это описание я выложу под видео. Давайте с вами начнем с вами вязать. У меня спица номер 5. Я набираю сейчас для образца 24 петли. И мы вяжем с вами кромочная, лицевая. И дальше я вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, дальше у нас идет раппорт схемы Б. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 лицевые. Затем у нас идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Затем у нас опять идет схема А. 2 вместе лицевой у нас идут с наклоном влево, накид, лицевая, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И у нас с вами идет изнаночная, кромочная. Переворачиваем. Второй ряд вяжем с вами. Значит, здесь у нас идут с вами сейчас 2 изнаночные, накид провязываем изнаночной. Затем у нас идет с вами лицевая и снова 2 изнаночные. Вот в этом раппорте схемы А всего 2 ряда. Далее мы повторять будем опять с 1 по 2 и так далее. Да? Теперь второй ряд схемы Б. Здесь у нас идут с вами 3 изнаночные. Затем мы вяжем с вами 2 вместе изнаночной с наклоном, 2 вместе изнаночной, просто 2 вместе изнаночной. За заднюю стенку я вяжу. Так, затем мы делаем с вами 2 накида сразу. Этот накид скидываем. Затем у нас 2 вместе изнаночные я вяжу за переднюю стенку. Дальше идут опять 3 изнаночные петли. И опять схема А. В схеме А мы вяжем 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Переворачиваем. Третий ряд нашего вязания. Опять схему А начинаем с первого ряда. Да? Вяжем 2 вместе, лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Схема Б. Схема Б в третьем ряду. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 накида, 1, 2, 3.
Этот накиды предыдущего ряда скидываем. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Схема А опять начинается у нас. В схеме А вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Затем у нас идет накид, лицевая, опять накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание. 4-й ряд. В 4-м ряду вяжем схема А. У нас идут с вами 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Схема Б. Идет у нас с вами, значит, изнаночная, 2 вместе изнаночной за задние стеночки. Затем идет у нас 4 накида. 4 накида. Эти накиды скидываем. Далее опять вяжем 2 вместе изнаночные за передние стенки. Затем идет 1 изнаночная. Схема А. В схеме А вяжем 2 изнаночные. Затем идет лицевая, 2 изнаночные. Переворачиваем 5-й ряд. 5-й ряд, схема А. Это тот же самый 1-й ряд. То есть здесь у нас все чередуется, да? 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая, 2, так, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Схема Б. В схеме Б вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Смотрите, сейчас у нас будет, мы будем сейчас прибавлять 4 петли. Это будут такие воздушные петельки. Смотрите, вот так я беру пальчик, да, и вот так поддеваю, да. Раз, просто свободное обвитие, да. Опять беру пальчик, вот так, спицы, поддеваю опять. 2 петля, да. Опять беру пальчик, свободный набор петель, поддеваю 4 и 4-й вот у нас сейчас. Видите, я набрала 4 петли. Так, эти 4 мы распускаем. Распускаем. И сейчас будьте внимательны. Подбираем все вот эти наши распущенные накиды. И все их с вами накидываем на левую спицу. Все. Их 4 штуки, да? Пушится ниточка. Так, накинули, да, чтобы они нам не мешались. А далее вяжем с вами лицевая. Видите, лицевая. Затем накид. И сюда же опять вытягиваем лицевую. И только после этого я эти все накиды спущенные скидываю. Так, сделали, да? Далее вяжем с вами опять 4 на свободно набираем 4 петли. Раз. 2, 3, 4. Так, сделали. И далее у нас опять идут 2 вместе, лицевой с наклоном влево. Схема А. В схеме А мы вяжем 2 вместе, лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и кромочная. Так, 6-й ряд. Переворачиваем наше вязание. 6-й ряд у нас, значит, здесь мы вяжем, схема А у нас идут 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Схема Б в 6-м ряду. Мы вяжем с вами, да, вот этот ряд последний.
в нашем раппорте. Раз, два, три, четыре, 5 лицевых. Так, они у нас с изнаночной стороны смотрятся как изнаночные. Значит, мы вяжем 6 изнаночных. 5, то есть 6, 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5 изнаночных я провязала. И затем мы вяжем с вами 2 вместе изнаночные. 2 вместе изнаночные. И далее опять идут 6 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, 6. Провязали, да? И далее у нас идет схема А. Мы вяжем с вами 2 изнаночные. Затем идет лицевая, 2 изнаночные, кромочные. Мы провязали с вами полный раппорт нашего узора. У нас с вами вот такая вот интересная получается бабочка. Видите, да? Бабочка интересная. Вот. Когда в расправленном виде, это очень красиво будет смотреться. Конечно, тут сейчас мало что видно. Но мы же, конечно же, будем вязать далее, повторять раппорт с первого ряда, да? Давайте я покажу, с первого ряда повторяем. Начну. Первый ряд. И снова у нас с вами первый ряд. Первый ряд мы вяжем по схеме А. Начинаем, да? 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем мы вяжем 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. И схема А у нас начинается. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И все вот так. И затем опять ряд 2 и так далее, девочки. Смотрите, вот такой у нас вырисовывается уже узорчик. Вот, очень такой интересный, на мой взгляд. Да, мне кажется, он никого не может оставить равнодушным, потому что он не совсем обычный, правда? Ну, давайте я еще свяжу несколько рядов, несколько раппортов. Раппорта 2 еще свяжу, чтобы поинтереснее смотрелся наш узорчик. И мы с вами померяем плотность данного образца. Итак, связался наш образец. Вот такой вот он получился, интересненький, рельефненький, миленький такой, красивенький. Представьте, что все это на кофточке, да, смотрится. По-моему, так вообще очень классно. Как будто плетеный такой, необычный такой узорчик. Ну ладно, не будем любоваться. Давайте сейчас с вами сделаем влажную тепловую обработку образца, померяем плотность полученной вязки. Итак, у нас горячий утюг, и я его вот так паром обдаю, наш узор. Надо вот так его расправить хорошо руками и дать ему обсохнуть. И сейчас я прикладываю линеечку и смотрю, вот у меня 14,5. Везде 14,5. Так, 14,5 наш узорчик получился, и мы набирали с вами 24 петли. 24 петли мы делим на 14,5 сантиметров. 24
поделить на 14,5. Получаем 1,65 число. То есть это наша плотность. То есть в 1 сантиметре у нас умещается с вами 1,65 петель. Для вязания мы будем использовать вот такую выкройку. Сейчас я буду строить расчеты по этой выкройке. Будет у меня совсем простое описание, девочки, поскольку вы видите, выкройка наипростейшая. И начнем мы с того, сколько петель набрать на тот или иной размер. У нас будет использоваться сегодня размер 42-44 и 50-52. Именно в такие размеры у нас умещается идеально наш узор, наш раппорт узора. Так, и хотела бы я сразу вам рассказать о том, что раппорт у нас будет объединять с вами два наших мотива. Тот, который 12 петель, и тот, который 5 петель. В сумме это дает 17 петель раппорт, и так мне проще считать. Располагаем эти 17 петель. Значит, для первого размера у нас будет 75 петель, и считаем следующим образом. 46 сантиметров ширина у нас получается спинки переда, и мы умножаем на плотность 1,65. Получается 75 петель, видите, да? 75 делим на 17 петель, это число петель в раппорте, получается 4 полных раппорта, да? 4 умножить на 17 это 68 петель. 5 петель плюс 5 петель мы делаем для симметрии, этот узор маленький. И получается 73 петли плюс 2 кромочные. Таким образом складывается 75 петель. Располагается у нас узор. Я всегда схематично рисую следующим образом. Вот ваш наборный ряд. Вы вяжете, девочки, 4 раппорта по 17 петель. То есть начинаете с узора на 5 петлях, затем идет бабочка и так далее. И заканчивается все для симметрии узором на 5 петлях. И в сумме это 75 петель. То же самое касается второго размера. Ширина 56 сантиметров спинки переда. И в петельном эквиваленте это 92 петли. То есть мы к 75 петлям добавляем еще один узор на 17 петлях, получаем 92 петли. То есть не 4 полных раппорта будет, 5 полных раппортов, плюс также 5 петель для симметрии нашего маленького узора. И в сумме это 92 петли получается. Понятно, да? То есть не 4 раппорта, а 5 раппортов. Также для симметрии. Отсюда складываются эти петельки. На вырез горловины, смотрите, ширина выреза горловины у нас, значит, приходится на первый размер 43 петли, на второй 54 петли. Как по спинке и по переду их закрыть, есть в описании под видео подробное мое повествование, то есть там читайте, пожалуйста, последовательность ваших действий. Здесь я просто заостряю внимание, что на вырез горловины у нас 43 петли приходится. 43 разделить на плотность 1,65. 26 сантиметров у нас ширина первого размера и 33 сантиметра ширина второго размера приходится на второй размер 54 петли. Все, что осталось, это петли плеч, и первый размер 16 петель на плечи приходится, на второй размер 19 петель. Затем длина изделия берется 58 сантиметров первый размер, 60 сантиметров второй размер. На вырез горловин, на пройму, давайте, на пройму у нас первый размер 20 сантиметров, на второй 22 сантиметра. Скос плеча составляет у нас на высоту 3 сантиметра, то есть высота скоса 3 сантиметра. Вот, никаких нижних планок мы не вяжем, как видите, сразу начинается вязаться полотно узором. И давайте перейдем к рукаву. У рукава тоже ничего сложного нет, кроме формирования скоса.
Общая высота рукава 52 сантиметра. Мерка очень индивидуальная. Ее надо обязательно откорректировать под ваш рост, девочки, под ваш рост. Вот, под ваше желание, то есть чтобы длиннее не стало, да. Набираем 41 петлю, распределяем петли таким же образом. 2 раппорта по 17 петель. Для симметрии 5 петель еще берется этого маленького узора. И 2 кромочные. В сумме 41 петля. И высота у нашего рукава 52 сантиметра я сразу перевела в ряды, то есть умножила на вертикальную нашу плотность в 1 сантиметре 2,1 ряда и получила 110 рядов. И теперь, девочки, зная, сколько петель нам надо с вами набрать в самой широкой части рукава, у меня это 65 петель, то есть нашу ширину рукава вот в этой части я умножила на плотность 1,65, получила 40 сантиметров на 1,65, это 65 петель. Второй размер я также посчитала, у меня получилось 71 петля. Из 65 отнять нижнюю вот эту нашу мерку 41 петля, получается 24 петли надо прибавить всего будет для первого размера. Мы 24 делим на 2 скоса, это 12 петель на каждый скос будем прибавлять. Прибавки делаются равномерно и одновременно с двух сторон. Нам необходимо с вами эту равномерность посчитать путем деления 110 рядов, наша высота, разделить на 12, получается в каждом 9 ряду прибавка. Для второго размера также 110 разделить на 15 и получим в каждом 7 ряду прибавка. Возможно, у вас будут другие цифры, и вы просто также пересчитайте. Я пояснила вам, как это сделать, да? Ну, в принципе, читайте, девочки, описание под видео. Все ряды, которые вы будете вязать, то есть все мерки, которые у вас стоят по вертикали, переводите в ряды, вяжите рядами. Не надо ничего измерять сантиметрами, поскольку после стирки ваше изделие вытянется, и вы получите не то, что планировали по высоте. Поэтому обязательно все ряды надо считать при вязании. Я желаю вам таким образом удачи. Читайте описание под видео. До новых встреч!